Мы живем сейчас с вами в такое тяжелое время, и нам, и нашим близким очень нужна поддержка. Потому что на самом деле хорошо поддержать может только близкий человек, ну или психолог, чьей специальностью это является. Я в этом видео в коротком расскажу основы поддержки, как надо поддерживать и на какую поддержку вам не нужно соглашаться. Коротко и емко, структурно. Я психолог Наталья Корнеева. Подпишитесь на этот канал. Канал про отношения. Здесь много полезной информации. Итак, чего категорически нельзя делать, если вы хотите поддержать человека, или если эти действия во время поддержки, когда вы запрашиваете поддержку, да, делают по отношению к вам, вы сможете уже распознать, что это, это токсичная поддержка, да, такое принимать не нужно. Первое. Если чувства обесцениваются, то есть человек, которому нужна поддержка, получает в ответ фразы, что-то вроде «у других еще хуже», «радуйся тому, что есть». Знаете, сейчас ходит мем такой по интернету про 2022 год. Хорошо, что не сдохла, хорошо, что наркоманкой не стала, хорошо, что не пилась, и на этом спасибо. И если вам сложно, а вам говорят что-то, ну, хорошо, хоть не сдохла, типа, да, или, ну, хорошо, хоть так. На самом деле в этот момент ваши чувства обесценивают. И в обесценивании поддержка просто вся рассыпается, ее нету. Следующий момент. Если, когда вам нужна поддержка, человек, от которого вы ожидаете, на самом деле переводит тему на что-то другое. И знаете, иногда это выглядит более завуалированно, чем человек просто скажет там: слушай, я тут такую историю вспомнила, расскажет что-то вообще не в тему. Когда вас в грусти, печали, тоске и других сложных чувствах пытаются развеселить, на самом деле это не поддержка. Заменить неприятные чувства прямо в моменте на приятные — это не помощь, это не то, что нужно. Поддержка — это другое. В конце этого видео я расскажу, да, а как же нужно делать. И следующий момент. Если когда вам нужна поддержка, вас начинают заваливать советами. То есть вам нужно, чтобы вас поддержали, а вам говорят, что вам нужно делать. Это интуитивно всегда воспринимается с отвращением, то есть становится отвратительно, когда кто-то дает советы вот таким образом. Почему? Потому что бессознательно человек, который дает советы без запроса, занимает позицию выше вас, а вас ставит ниже себя. Типа ты такой глупенький, справиться не можешь, или глупенькая, а я вот знаю, как надо. Вы сидите там вся в соплях, в слезах, или в грусти, в печали, или еще хуже в депрессии, а вам, а ты вот надо вот так вот делать. То есть это просто принижает того, кому нужна поддержка. Не делайте сами никогда так. А что же нужно делать? Коротко, емко скажу, как нужно. Первое. Представьте, что вам нужно присоединиться к человеку, и это единственное, что вам нужно сделать. Вам не нужно ничего менять. Просто почувствуйте, осознайте. Поддержка — это не изменить за человека. Это просто побыть с ним рядом. Расскажу на примере, как мама должна поддерживать ребенка, потому что это работает и во всех других отношениях. Вот ребенок ударился, там, например, бежал, упал, споткнулся, да, коленка ссадина, ему больно. Он подходит к маме, ревет: «Мама, я ударился, у меня коленочка болит». Если это не тот случай, когда от мамы нужно действительно решать проблему, там, не знаю, обрабатывать, да, чем-то, лечить. Если это, не знаю, ушиб какой-то, не нужно лечить, то маме нужно просто его обнять, выслушать, может быть, задать наводящие вопросы, помочь ему разговориться, спросить: а как ты упал, а куда ты бежал, да, что случилось, расскажи. Послушать, побыть рядом, обнять, и все, и ничего не делать. Вот когда мудрые мамы, да, способные быть хорошими мамами, делают именно так, то дети очень быстро успокаиваются, потому что это верная поддержка. И секрет здесь в том, что взрослым, когда они приходят к другим взрослым за поддержкой, нужно примерно то же самое. Чтобы их выслушали,
побыли рядом, не отрицая их чувства, просто побыли рядом. И ни в коем случае ничего им не советовали, если этот совет не спрашивают. Если это видео было вам полезно, пожалуйста, поставьте лайк. Мне будет очень приятно видеть ваши лайки. Если у вас возникли какие-то мысли на тему этого видео, пожалуйста, делитесь ими в комментариях. Я модерирую сама комментарии, читаю, поэтому помните, когда вы пишете что-то под этим видео, вы на самом деле обращаетесь ко мне. Это моя страница. Иногда люди, знаете, так интересно пишут, как будто в пустоту. Это люди, которые не привыкли, что есть контакты и могут уделить внимание, их могут заметить. Или когда зрители пишут на самом деле другим зрителям. Мы с вами не на форуме безличностном находимся. Пожалуйста, пишите под видео мысли на тему ролика. Я буду рада их прочитать и что-то вам ответить. До встречи в следующих видео.